Всем привет, друзья! Это наш новый влог. Сегодня нам предстоит игра против кого? Очень смешно говоришь. Против АГО. Против ЕГЭ, вообще-то, говорит АГО, Саша, но ты меня не запутаешь, что не получится. Итак, у нас по-прежнему проблемы с Кириллом, его нет, но есть хитрик, который в номере играет, и мы надеемся на то, что сегодняшний матч будет интересным. У меня в руках что? Как обычно, все ребята подписывают некую бумагу о том, что все ок. Все подписали, кроме... Илья, почему ты не подписал? Мне не давали. Мы еще даже... Ну, в общем, о том, что весь сетап в порядке, все в порядке, и мы готовы начинать игру. Вы готовы начинать игру? Мы ждем конца третьей карты. Ждем конца третьей карты прекрасного матча Астралис против Героик. Там, походу, заруба еще та. Ну, в общем, друзья, поехали смотреть на влог. Привет, Андрей. Привет. Мы еще не общались с тобой в рамках наших влогов в Дюссельдорфе. Сегодня нам предстоит игра против ЕГЭ. Вот можешь рассказать, как прошла маппета, какие будут карты и что думаешь вообще об этом сопернике? Так, у нас Оверпас первый, потом Даст 2 и Мираж на третью. Думали, Инферно будет, потому что Кирилл играет на банане. Вот, но они, видимо, понимают, что Инферно карта такая, где можно договариваться много, играть от ситуации. И сделали упор на Оверпас, на сложную карту в атаке. Вот, так как, мне кажется, что они думают, что у нас будут проблемы в атаке. Ну, вот ребята говорили, что непонятно, чего от них ждать в данном составе. Но по силам, не знаю, по силам, наверное, команда 3-я, 4-я в группе. Точно не последняя, наверное. А что скажешь по нашему Оверпасу? У нас были некоторые проблемы там и в Катовице, на предыдущих турнирах. Вы делали упор именно на эту карту? Мы тренировали почти все карты с Кириллом, но Даня вообще не знает эту карту, как мы ее играем. Поэтому вся трудность будет именно опять в замене. То есть, как и вчера, мы играли там Мираж с трудом, одолели. Тут все зависит именно наверное, от соперника. То есть на Dustin 2 мы доминировали очень сильно, и соперник не мог ничего придумать. Если бы мы что-то придумали, как это все исправить, может быть, нам было бы сложнее. Да? Потом, как бы мы играли Зотеров на Дасте, тоже неизвестно. Тот же Мираж. Оверпас то же самое. Если мы сейчас начнем за дефенс и закроем быстро, проблем может не быть, в принципе, в атаке. Начнутся трудности в КТ, придется Зотеров тоже очень сильно включаться, каждому игроку пытаться находить какие-то ключики к их дефенсу и так далее. Вот, то есть тут, наверное, все-таки больше не от нас зависит, от соперника, потому что мы в любом случае будем играть не свою игру, да, мы будем играть больше ситуаций и пользоваться ошибками соперника. А что скажешь о Дане? Провел ли ты с ним какую-то индивидуальную работу? Как он вообще вписывается в коллектив? Нервничает ли он? Сложно пока сказать. Сыграл один матч, как он вписывается. Вот. Может, по пракам, по каким-то общениям с ним. Мы немало, в общем, мы играли 2 прака всего, один официальный матч. Видно, что он очень молодой, неопытный, многие ситуации отыгрывает неправильно, реакции неправильные, то есть мы этого и ожидали, то есть мы не ждем от него, что он будет как-то играть на уровне нашего КС, да. Вот, поэтому мы изначально закладываем это в ожидание от результата и играем более как-то раскрепощенно, что ли, вот так. Нюк, на котором Даня не играл в Нави Junior, мы будем реже видеть от вас в связи с этим? Вообще, парни говорят, что Нюк будет тяжело играть, но мне кажется, что у меня есть план в голове, как его играть. То есть я думаю, что мы можем на Нюке сыграть хорошо. Класс. Хорошо. Совсем скоро начинается игра. Мы сейчас ждем, пока Героик и Астралис закончат. Ты, кстати, как бы расставил силы в группе. Кто тебе кажется сейчас по итогам первых 2 дней, нескольких матчей сильными? Астралис, Героик. Непонятно сейчас, как они сыграют. У них всегда какие-то зарубы происходят. Там на допах вытащили Героик, то есть могли уже проиграть в теории, там были матчпоинты. Тут эти команды играют по-разному, то есть сегодня могут Героик сыграть лучше, завтра Астралис лучше. Они очень равны, плюс новый игрок, пока сложно анализировать Астралис, Фарлик, тоже не видел, как играют. Хорошо, тогда будем ждать нашу игру против ЕГЭ сегодня. Удачи вам. Taking these chances, they wouldn't give me the answers, so I gotta go out and get it. I'ma hold them all for ransom. Ладно, давай я говорю, прицелку ставишь. Или больше 6. Давай. Или одну карту. Давай точку. Просто пистики точка, это вообще. Вантапить тоже сакать. Спрайт, конечно, не очень, но
5 будет. Это точка или это мягкая? Или просто дот и Dot, все? size 0, да. И ты можешь эту точку делать какую угодно. Size 0, а теперь тик ставить. На технику дочку. Это вот Не, квадрат. больше ставить, можешь больше поставить. Не, не 4. 1,5 поставить. А вот 1,5, наверное. Ну, на все квадратный. Кажется, пистик прикольно, да, может. Как был у кого-то бинт, кто-то точку себе ставил в пистике, а потом с прицелом. Я даже так делал. А, так у тебя жаль поставить. Слышишь? Реально. Ого, ну чётко теперь. Да, получше. Слышишь, Валера, ты с таким же маленьким играешь? Ну, не с таким же, думаю. У него как такой же примерно. Не, я не с таким играл. Играл. Ну, я два, которым я играл. Ну, сайз два вместе. Smash, couple day affair with your wife. You think she leaving with my hoodie? Told her give it back. Stop off at the hometown, looking like I'm still the man. I see some epitomes of what it's like to finish last. I wonder what it's like to drop and they ain't feeling that. Been through a lot, but I ain't never had to deal with that. And fuck a bottom bunk. Бери это вместе. Вместе уберем. Я прав. Мама лежит. За членом изи. Бери это. Да, Зик вышел плент. Вместе. Раз, вместе. У меня флешка есть. Флешка есть. Живее, пожалуйста. I go and lay the votes. Circle staying close, strangers taking notes, so we stay at home. Traps, I'm a coffee cooking at the cribbo. Y'all done set the boss so low, it got the game I love and live. Oh, guess I gotta go and stay to kill him off and bait the middle. Длина далеко, длина один. Парень, это будет раскидка. Там четвертый. Отойди. Иди первый. Я 90 стану. Длина. Попал. Я нахуя. Не по девяткой. Не по девяткой. Нычка, дефолт. Попал. Я не попал? Нет, я не попал. Попал, я Тоже думал, что я попал. Услышал вот здесь, да. Been a change, so glad it's something I don't do that never been the same. Never been the same. Never been the same. I practice passion over pussy. Подвал, он хочет зайти, слышишь, по ногам. Все, идет, даю флешку Зипикса уже. Я никого не вижу. Дал. Я дал смог 9. Now it's no remorse with it. I'ma send a case to a long text like who's falling victim. You decided to go for Dusty because right now you're playing with Hattrick. Yeah, because yesterday he showed a great performance there and it's easy enough to aim. Yesterday you played Mirage and it was not that easy. Yes, So, yes. but if for example we would get to Nuka eventually, do you think Hattrick would not have problems with it? I think no. It depends how he will approach info from late, how to play on Boomishma. Там еще яма может быть. Аккуратно еще яму прожать. Парни, возьмите спину кто-то один. Дань, который... Я могу дальний смог дать. Ой, ближний. Надо? Я дам, Эликс, дай мне флешку на контакт. ближний дам дам. ее. Давай ближний. Дай флешку. Я дам. Я спину. Парни, я флешку там, ждите. Под это Б, просто живи, да, парни, я ухожу, ББ. Где? Ушел, Алексик упрыгал. Можно под ББ пойти. Хочешь? 2. 3. А контакт пойдем, или флеш дадим и сразу Четыре. побежим. Контакт надо пойти. Я дам моль. Давай флешка, идет. Он прыгает направо, братан, нужнее. Ну что, друзья, наш матч завершился со счетом 2-0, слава богу, без таких затяжных допов, как вчера. И мы продолжаем нашу добрую традицию аналитики. Сегодня у нас в гостях, как всегда, Костя Ленин и Саша Петрик, мои любимые. Здравствуйте. Не уверена, не знаю, мне очень понравилось, как мы с вами вчера пообщались. Мне кажется, всем тоже. Поэтому давайте продолжим и проанализируем то, что было сегодня в группе D на ESL Pro League. Здравствуйте еще раз. Добрый вечер. Добрый вечер без Украины. Костя.
Ты комментировал даже этот матч? Да, довелось, с большим удовольствием сделал. Это прекрасный матч. Но Может не быть, для давайте ЕГЭ. сперва... Может, да, не для ЕГЭ, к сожалению, к счастью. Может быть, сперва обсудим весь день игровой. Саш, вот ты смотрел другие сегодня матчі? Да, я дивився шалене просто дербі Астраліс Героїк. Там, ну, неймовірно, якась магія сталась. І чомусь знову з Героїк. Якщо минулого разу ми пам'ятаємо клатч Рефреша 1-5 проти Liquid, сьогодні було 1-4 від Сюша, і після цього почався камбек, який просто не змогли зупинити Астраліс на оверпасі і на Вертіго. Ну, теж були всі шанси в них, в принципі, виграти, але і там теж Кейден і компанія показали свій характер. Ну, от це була найцікавіша гра сьогоднішнього дня, 100%. Да, ну, слушай, Героик Астралис никогда не разочаровывают. Это такое, действительно, дерби. Костя, а ты как... Трешток між капітанами після матчу, це взагалі, це четверта. Блин, я мапа. не видела, я не увидела, что там было. Это в Твиттере? Да, в Твіттері. А що було? Розкажи, Петрик. Там Кейден і Глейв почали там щось один одному розказувати. Глейв каже Кейдену, що ти вообще пацан, ти хто такий, ти виграй хоч щось на лані, потім будеш щось мені тут вернякать. Блин, это на полном серьезе или это как бы, ну, шутя? Я трохи гіперболізую, але, посил був такий, да, і Кейдену є що відповісти, і Глейву є що відповісти. Ну, коротше кажучи, це... Короче, надо в Твиттер заходити срочно. Це трешток, так, нема сенсу це передавати, знаєте, словами, Ну, це да, робити і читати, бо тоді трошки втрачається це. Мы обязательно так и сделаем. Кость, под каким впечатлением ты от этого матча? Ты его комментировал, Героик Астралис? У нас просто тут английский стрим, и я, к сожалению, не насладилась твоим комментированием сегодня. Да, мы комментировали с Арсением этот матч, и Астралис, должны были его побеждать, то есть со счетом 2-0 здесь все Петрик сказал, случился Сьюж сначала раз, потом случился Сьюж 2, то есть 13-15, Героик 4-5 уже кажется все, и тут чувак с МПшкой кастует какое-то колдунство и делает, просто минус 4, хотя мы с Сеней еще на оверпассе обсуждали, что если Астралис после таких клатчей мертвых, которые Сьюж вытащил, сыпятся, то, может, они как бы и не заслуживают победы, потому что на допах их уже, просто не было. То есть последний раунд, самый определяющий, Астралис, и они колят там пуш 5 монстр просто в смоки. То есть такое ощущение, что это разочарование, и Глейв уже просто сдался. В общем, как всегда, блистал конфиг, как всегда этого не хватило. Не знаю, старая добрая история Астралис, но, честно, наверное, никто не ожидал, что это дерби, оно именно таким выйдет. Все думали, что Героик придут, как бы там 2-0, что-то такое будет, а тут Астралис по итогу могли и должны были побеждать. Ну, типа дерби, что тут сказать, что тут добавить. Астраліс небезпечні. Це треба зафіксувати. Да. Вони з Фарлігом нарешті, якось, мені подобається. Кость, тобі подобається з Фарлігом версія Астраліс більше, ніж з Лаки, правильно? Да, по крайней мере, он стабильный авик. У него там не забирает никто эту роль, да, и он, видно, знаєш, что що не так... більше подобається? Да. Тому що він агресивний авік, і він собі дозволяє те, що не дозволяв собі Лакі. І от мені здається, це То есть какой-то девайс-стайл? Нет? Не. Трошки є девайс, але не девайс-стайл. Не. Это такой, знаешь, он иногда даже не в меру агрессивный. Это было на Вертиго, когда он позволял себе то, что как бы не должен был. Типа ты стоишь там возле рукава, и по идее тебе бы сыграть с Сейвове, твоя команда в большинстве, а ты куда-то прешься, ты куда-то идешь. В общем, ему бы над этим еще поработать, потому что иногда фидел он из-за этого стиля, и в основном-то... Не всегда прокает, да? Ну, слушай, зритель любит таких игроков, поэтому, возможно, это и секрет успеха. Был у нас еще матч АГО Комплексити, он, наверное, не такой интересный с точки зрения Counter-Strike, но интересный с точки зрения результата. Польский коллектив победили со счетом 2-1. Я лично за них рада, потому что они поддержали очень сильно нас вчера, нас как Украину, да, вчера после матча. Вы видели в Инстаграме, все репостили, какой они выложили, сделали и привезли с собой флаг. Спасибо им огромное, поэтому теперь они в сердечке, естественно. Вот, и победили 2-1 команду Комплексити. Ну, наверное, от Комплексити мы тоже многого не ожидали, поэтому ладно, едем дальше. Давайте перейдем к нашей игре. Natus Wincer против Evil Geniuses. Я говорила с Блейдом перед игрой и с Битом вчера. Немногие понимали, чего ожидать от ЕГЭ. Оказалось, что ожидать особо и нечего. Что скажете? Оверпасс их выбор, и, в принципе, там они внятного ничего не показали. Саш, как тебе ЕГЭ? Дуже слабо. Я навіть розчарований. Я ж ставив на них всліпу, що вони з групи вийдуть. Ви мене змусили це зробити в минулому влозі.
Побачив їх 2 гри, вони абсолютно не готові ще ні до чого. І просто погана індивідуальна форма. Тобто навіть видно, що в них є багато стратегій, вони багато чого обговорюють, в них багато є якихось тактик підготовлених, але просто немає індивідуального рівня, щоб конкурувати з Na'Vi. Просто сьогодні було дуже легко Na'Vi за дефенс. Кожен робив свою справу. Все. Посмотрите на эти ники, казалось бы, раньше эти игроки индивидуально как раз себя проявляли очень ярко, да, а вот сейчас ты так говоришь. Костя, кстати, об индивидуальностях. Хэт-трик, занял 3-е место в команде, сыграл 21/8 с рейтингом 1.62 на карте Overpass, и вообще, в принципе, за всю игру, за все 2 карты он стал 3-м игроком в команде по статистике. Ты отмечал его сегодня? Обращали ли вы внимание с Сеней вот на его игру? Антонина, половина моих слов на Оверпассе была сказана про хэт-трика, потому что он действительно заслужил, а этого тенденция не поменялась. Оверпасс — это 3-я карта, которую Na'Vi показали в новом составе. И там хэт-трик тоже взял на себя роль Бумыча. Это ротейтор Б. То есть по факту эта роль достаточно сложная, и хэт-трик успевал и на А принимать, и на Б принимать. Если честно, мне показалось... во-первых, я немного не соглашусь с Петриком, потому что каких-то глубоких тактик непосредственно в Оверпассе я не увидел. Даже в тех немногих раундах, которые Na'Vi показали в атаке, была видна разница. Когда ЕГЭ раньше минуту, например, на мид вообще не заходили, они просто ползали и боялись, давали Na'Vi играть везде, где они хотят. Бит в коннекторе — легко, Simple, мид — легко. Прожим длины — вообще без вопросов. Занятие шорта — вопросов 0. Na'Vi, в свою очередь, в атаке. Минута 30, у них уже мидл занят, у них уже длина занята, то есть пространство намного больше занимает. Хэт-трик, на самом деле, я даже ожидал, что первый матч для таких игроков, он зачастую очень сложный, психологически. Здесь он адаптировался, но в Оверпассе прекрасно себя чувствовал, опять же, потому что ЕГЭ просто не было. На Дасте тяжеловато, но вот на Дасте я обратил внимание, даже записал себе специально, потому что я знал, что Антонина меня пригласит, потому что ты мне об этом сказала. При счете 12-7, очень нетипичное, наверное, даже такого раньше не видел никогда, решение в плане экономики, потому что у Na'Vi были деньги на хороший бай, но у них не было денег на авик, и они приняли решение вообще не тратиться, то есть Simple играл с Диглом, гранат они почти не закупили, не было китов, оставили себе по 3000, играя на дистанцию, то есть они понимали, что ЕГЭ могут забрать там какие-то определенные раунды, там выйти на 12-9, 12-10, но экономическую войну Na'Vi все равно по итогу выиграли, и у Simple появился этот авик, и они вышли на 2, и они вышли на комфортную экономику, и все равно 16-10 раскатали. Честно, может быть, я там такой видел, типа 1-2 раза в жизни, но не могу вспомнить прецеденты. Но здесь прям видно, они перед этим раундом взяли паузу, обсудили и такое вот нетипичное решение приняли. Просто поняли, что на видишь, все равно нет недооценки соперника, несмотря на то, что, очевидно, есть большой разрыв в уровне. Саш, как тебе даст? Можешь как-то какие-то комментарии дать по этой карте? Я коли казав, що ЄГЕ є класні тактики, то я казав в першу чергу після враження на Дасті, бо от там саме якраз таки на Оверпасі їм просто не давало нічого робити. Теж було видно, що в них щось є, але просто вони не можуть це реалізувати, бо їх просто вбивають усюди. На Дасті в них було трошки більш розв'язані руки, і в результаті ми і побачили, що в них є там непогані якісь виходи, ідеї, тобто класно вони співпрацюють один з одним, тобто це завжди було сильною стороною команд з Північної Америки. І в принципі видно, що знову ж таки, якби в них була якась там крута індивідуальна форма, можливо, вони б якось зачепились за цей даст, бо цей момент з економікою, він трошки з одного боку і дав можливість ЄГЕ якось відчути гру. Можливо, якби там Na'Vi спочатку якось більш агресивно в плані економіки себе вели, то і цього не вдалося би американцям зробити. Але, в принципі, враження таке саме майже, як і на Оверпасі. Все під контролем у Na'Vi, і навіть не так і цікаво сьогодні було дивитися цю гру. Даже несмотря на счет 16-10, то есть такой, не то, что на Оверпассе 16-2 в салат, да, Стюи отыграл 4 на 21, то есть индивидуально ни один из игроков команды ЕГЭ не вышел в плюс по статистике. Поэтому, да, наверное, ребятам еще есть много над чем работать, и этот матч оказался, хотя, казалось бы, да, по вывеске, да, вот на бумаге, Na'Vi ЕГЭ выглядит интереснее, чем Na'Vi АГО, но оказалось нет, оказалось все не так однозначно. Хорошо, давайте поговорим о том, что нас ждет завтра. У нас завтра что? Пятница, 1 апреля, Na'Vi Complexity, да. Это Na'Vi Astralis у нас в субботу, Na'Vi Heroic у нас в воскресенье, а пока что у нас Na'Vi Complexity. Дуже важлива Какие-то предикшени? Дуже важлива гра, тому що суперник, проти якого не можна програвати, бо потім йдуть Astralis і Heroic, вони дуже сильні, і тому, в принципі,
Ну, якщо виграти завтра, то вже майже не залишиться інтриги в цій групі, я впевнений. Тому не можна завтра розслаблятись, треба просто так само впевнено виграти. Ну, учитывая, что комплексы идут 0-2, наверное, Ну, проблем да. будет немного. Как ты думаешь, Кость? Ну, да, хотелось бы верить. Я смотрю на рейтинг Junior, это 1.09, и смотрю на рейтинг Simple 1.33. То есть Simple — это тот человек, которому Junior должен противостоять. А после этих заявлений, которые, если честно, мне кажется, часто наказываются, я открыл как-то ХЛТВ и вижу, Junior говорит, ну, в данный момент мы лучшая команда Северной Америки. Может быть, 50/50 с Liquid. Как будто бы это достижение. Ну да, то есть это, во-первых, еще как бы не доказано, и нужно еще это проверить в рамках ланов. А тут Junior выкатывается, говорит, ну, мы такие, значит, клевые. А мне кажется, Карма КС такое не сильно любит, и сейчас мы видим, что даже против Ego, которые на самом деле показали уровень в матче против Нави, да, ну, комплексити, увы, несостоятельный. Причем стак у них неплохой, достаточно молодых, сильных, уверенных в себе игроков. Нави тоже набрались уверенности. И главное, Хэтрик, он сегодня понял, что играть может на тир-1 уровне совершенно... Ну, ладно, насколько ЕГЭ можно назвать тир-1 командой, it's okay, но как бы против тир-2 команд у него вообще никаких проблем нет. И дальше будет только лучше, мне кажется. Единственное, Антонина, перед записью значит, этого видео я попросил у тебя узнать, кто же в Нави делает колы. Ты узнала, но мне не рассказала. Расскажи теперь. Да, я узнала. Вообще, изначально там вчера информация, которая у меня была, ее не было однозначной. Говорилось о том, что будут как-то вместе все эти вопросы решать. Сегодня ты буквально задал мне этот вопрос, тут сидел Илья, я у него спросила, оказалось, что большую часть колов на себя берет Илья. Тоже, опять же, за разные стороны по-разному, но, допустим, на оверпассе Перфекто выполнял эту функцию в большей части. Поэтому можно сказать, что сейчас он не основной капитан, но он эту роль выполняет на некоторых картах, на некоторых сторонах. Что будет там завтра на других картах, я тоже буду уточнять у ребят, это да, действительно интересно, но пока вот так, Знаєш, ти спитаєш в кожного, і кожен скаже, ну, я більше колю. Ну, я, конечно. Да, кстати, интересно, надо будет их, знаешь, всех спросить, чтобы никто друг друга не слышал, а то они начнут тогда точно прикалываться. Просто, наприклад, Біт в інтерв'ю на англомовній трансляції сказав, що ну, там, ми всі разом комунікуємо і приймаємо рішення. Нема такого якогось одного голосу. Ну да, давай розберись, ти там всередині команди, ну що це таке? Ну, они же все хотят, наверное, не Славы. Да нет, слава у них у всех уже есть. Они все впятером прекрасные, классные ребята. О чем речь? Хорошо, друзья, спасибо большое, что уделили время в столь позднее. Уже у вас 11:30, да, Петрик, по крайней мере, у тебя, у нас 11:30 всего лишь. Дякую, друзья. Надеюсь, мы увидимся еще. Приходите к нам завтра, возможно, и комплекс Нави. Обсудим, если у вас будет время. Я чекаю, коли ми будемо обговорювати програші Нави. Це буде найцікавіше. Я надеюсь, этого не будет, если честно. По крайней мере, в ближайшее время. По крайней мере, в матче против Complexity мы этого не ждем. То есть легкий, по идее, соперник. Ну, да. Хотя как раз в таких матчах, как правило, то есть все вроде списывают со счетов, 2-0, вот таких Что ты начинаешь? Ну, посмотрим. Не будет этого. Будем болеть за ребят в любом случае. Спасибо большое, ребят. Подписывайтесь обязательно на что? На Инстаграм, на Телеграм-каналы ваши? Какая у вас сейчас социальная сеть основная? На Кацапский Инферно подписывайтесь в Телеграме. Мы оставим ссылочки. Ленин, на твое что оставить? У тебя прекрасный Инстаграм. На Твиттер еще лучше. Хорошо. Можно и на Инсту, там все одинаково, да. На Тоню подписывайтесь, главное. Да, на Тоню. Ладно. Мы скромные люди. Подпишитесь не на меня, подпишитесь на телеграм-канал Na'Vi Inside. Это наш новый телеграм-канал, который мы развиваем. Мы туда выкладываем, в принципе, эксклюзив исключительно. Поэтому давайте, быстренько подписывайтесь. Ссылочка также будет. Спасибо большое, что посмотрели этот влог. Подпишитесь и на наш YouTube-канал. Мы будем стараться делать один влог, одна игра и держать вас в курсе событий. Держите себя в безопасности обязательно. Старайтесь не падать духом. Мы с вами. Все будет хорошо. Всем пока.